Любителям Гурена привет, остальным крутой рутуб канал, где я уже выпустил интересные мемы и схемы, дополняющие сегодняшний рассказ. Так что да, смотрите, переходите, ссылка в описании. А пока лайк, подписка, комментарий, поехали! Где-то как-то запускается подготовка к фатальной резне с огромными роботами, мехами и прочими железяками, но обо всем этом намного позже. А пока начнем сначала. Главного горемычного Сируту звать Симон, живой глубоко под землей, роет кротовые норы, добывает неизвестно что для неизвестно кого. Главное, что едой платят, и то хорошо. Так вот, в один прекрасный день, ночью или неизвестно какое время суток, ГГ выкопал какой-то чудной кулон бурительной формы. Жаль, похвастаться некому. Все в деревне сторонятся, никто общаться не хочет, кроме разве что старого доброго положительного молодого товарища Камина. Ну типа Камина, Камин. Поняли, нет, да? Простите. В общем, модник все брешет про какую-то поверхность, существующую где-то над потолком, на которой он даже когда-то бывал с отцом. И что сейчас, сегодня, прямо самое время выбраться наружу. Конечно, не без помощи стада кабанчиков и друга с буровой установкой. Спойлер, попытка вышла неудачной, никто никуда не вышел. Все, кроме зачинщика староста деревни, даже помиловал. А Камину сразу после планового землетрясения, ну, сами понимаете, в лазарет для подумать над своим поведением. И раз по расписанию ночь все ложатся спать, самое время бесплатно поработать в поисках еще чего-нибудь. Например, представляете, механического лица. Дело чудное, дивное, нужно срочно сообщить заключенному о находке. Жаль, побегам никто не разрешал. Пенсионер опять снова очередной злится, бронится, ругается, руками машет, мечом грозит. И так могло бы продолжаться еще неизвестно сколько. Благо, идею нарушил жестяная рожа, пробившая потолок. А за ней, чтобы вы знали, еще человеческая снайперская рожа спустилась. И вот горемычные в компании с Йоко уже вместе бегут как можно дальше, куда можно быстрее к той самой находке, которая как раз заводится от того самого найденного кулона. Еще и зарядка не севшая, ультимативные буровые снасти в комплекте имеются. Одним словом, повезло. Другим словом, поверхность. Третьим словом, падение. И, простите, четвертым словом, клиффхенгер. К счастью, бегать от вражеских мехов, управляемых зверочелами, долго не придется. Соратники ГГшки уже на подходе. А там и закат не за горами, вместе с которым по каким-то никому не ясным, неизвестным причинам противники отступают. Значит, самое время разобраться с нужным, ненужным снаряжением и направиться на базу, попутно проведя аналитику чудного меха, по словам Лерона, обладающего недюжиной для данных размеров силой. Плюс закопать пару костей, сказать пару неласковых в адрес от Кишева и наконец вспомнить флешбэк из детства Камина с отцом, который было дело вывел малого на поверхность, а тот все, пугался, боялся, но сейчас-то все возмужал, стал сильным, уверенным и готовым к мощнейшим подвигам. Благо, как раз по плану намечается утренняя резня со старыми противниками, пришедшими ради реванша и даже захватившими новую модную железяку. Такую, как говорится, можно и под личные нужды приспособить. Перед тем, правда, дождавшись помощи от Симона, а то он все никак не мог завести шарманку, а потом как понял, из-за каких консерв земля трясется, и родители откисли, да как преисполнился в бытие. Осталось всего-то понять о наличии кабины пилота прямо во рту, пасть открыть, шерсть выбросить, самому на место сесть, отсутствие совместимости приметить, превозмочь и все, то есть взять управление вместе с Лаганом в свои руки и провести победный бросок. Большого же меха Камин именовал Гурена, ну, чтобы типа большой и маленький, Биба и Боба, Гурен и Лаган, из грустного извинения перед черепом за разрытую землю и грустное печальное понимание, кому кости принадлежали. Обидно, досадно, заплачь спасибо и ладно. На следующий день в честь удачного финального предыдущего можно и на охоту сходить, правда, кто бы мог подумать, в кроле откуда ни возьми сразу две стрелы. Оно и ясно, рядом очередной еще один шерстяной вирал, говорит по-человечески, зубы скали, добычу требует вернуть, говорит, прибыл по специальному поручению отдела деления человеков ради возвращения в штаб перехваченного робота. Но ничего не поделаешь, придется резаться, пытаться сдаваться, не сдаваться, получить по лицу, ждать очередной помощи от Симона, и нет, к несчастью, ничем битва не закончилась, наступил вечер, противник отступил, а ребята отправились лечиться, думать, изобретать победный план. Спойлер, у Камина все просто, строится на вере в его веру в товарища, и это, кто бы мог подумать, даже поможет в который раз завести Лагана, а после того лучше выполнить то самое легендарное братское слияние, которое вот это да сработало вот так сразу с первого раза, буст способностей случился, победный, правый, левый и прочие удары сработали. И тут же Вирал отступил за свои неспособности биться. Благо, утра ждать не придется, Лерон прошибку Гурена раздекодил и обнаружил как раз, кстати, имеющиеся среди данных координаты логова зверочелов. Значит, можно не ждать и прямо сейчас срочно отправиться в погоню. Конечно, обычные работяги никуда не пойдут, останутся сторожить деревню, а вот механик с Йоко еще как, за компанию, да. Лие по плану тренировки в попытках заставить горемычного понять, что такое настоящее фатальное слияние, внезапная встреча новых друзей, ряженых балахоны, капюшоны и поздравим, обед. К несчастью, наловили Йоко с подругами вовсе не дичь, а самых настоящих говорящих ешей, за которыми, оказывается, и охотились Китон с напарницами. Там, представляете, мощный 16-лицый железяка. К счастью, против такого лома есть подходящий прием с жертвенным питательным хвостом и делительным буром. С очередными киллпоинтами поздравляем, с друзьями прощаемся, пути не по пути, до встречи. И снова. Как-то так неудачно получилось, что горемычные упали прямо на молодую почву и, получается, провалились прямо глубоко под землю вниз, где, что вы думали, еще одно людское поселение, но необычное, настоящее, шизичное, верят в каких-то железных божеств, поклоняются голове и того лучше встречают Всевышних с распростертыми объятиями. Жаль, только провизии у бедолаг не особо хватает, потому изысканных блюд не будет, придется есть что есть. Правда, тут же, только что да, понимаете, беда. У какой-то особо родилось аж
трое ребенков, потому по всем местным законам нужно срочно в порядке выбрать двоих, кто отправится наверх. А то лимит 50 ртов превышен, хор монеты не будет, зато будет не случайно вытягивание меченых воростинок двумя сиротами, внезапное прибытие сверху еще одного меха и фатальная вычислительная битва с незваным гостем. К счастью, завершилось все положительной победой деда с попутным выталкиванием обидчиков в пропасть. Что до прощания и всей правды жизни, Росио у старости разочаровался, потому тоже отправится в путь с горемычными. Удачи! А насчет поиска базы противников, так ребята все ходили, бродили и по итогу заблудились в тумане, на сей раз без ежиков, зато с пенсионером, услужливо показавшим дорогу прямо до горячих источников с первоклассным сервисом, подробности которого вместе со встречи старых молодых подруг, конечно же, благополучно скипнул. Все, что вам нужно знать, бесплатная баня оказалась не больше, чем очередной ловушка, построенной зверочелами. Благо, силы фан-сервиса, превозмогания и братского слияния все победили и недругов поделили. Не благо, к несчастью, не вовремя на горизонте объявился вирал. Значит, будет еще один неплановый реванш или того хуже одностороннее деление, потому что нарисовался, видите ли, огромный ходячий замок, возглавляемый одним из 4 мощнейших шерстяных генералов, находящимся в прямом подчинении некоего спирального короля. Проще говоря, придется терпеть, бегать, прыгать, пытаться стараться драться, и так могло бы продолжаться еще неизвестно сколько времени до полного истощения сил. Но кто бы мог подумать, на подмогу прибыл Китан с еще несколькими товарищами, успевшими где-то неизвестно где раздобыть себе железки, чтобы тоже быть модными, как и идейный вдохновитель. Ну и все, боевой дух поднят. Управление Гуррен Лаганом можно передать Симону, а он уже что-нибудь да придумает. И да, действительно придумал. Заманил в крепость к обрыву, предварительно разбросав пару-тройку колышков, чтобы после одним щелчком все поломать, подорвать и гниль в пропасть полет отправить. Итого, очередная победа, поздравления и подготовка к грядущему наступлению. У Лерона, к счастью, полезной для рабочего плана информации имеется. Лаган, чтобы узнали, подключается к Гуру, но одновременно как усилитель устройства управления. Соответственно, если изловчиться, можно запросто взять весь замок под контроль. Но это будет утром, а пока еще парочка воодушевляющих речей, и не благодарите, а анекдот. Однажды некий Сократ, выступая перед учениками, завершив свою речь, так и не рассказал им анекдот. Ну, все, соответственно, удивились, расстроились, а один самый смелый поднял руку и спрашивает: «Учитель, а где анекдот?» Вот так посмотрели на него подозрительно, переглянулись, а Сократ улыбнулся и говорит: «Так вот же он». Тем временем, ночь перед боем, самое время посмотреть на пыхающие вулканы, поговорить, повторить продуманный до мелочей план, поцеловаться, заметить влюбленных, сбиться с толку, и то есть все. Быть полностью морально подавленным и неспособным на героические подвиги. Потому все вообще пошло не по плану, хотя казалось с самого начала еще когда и камни кидаются, и вражины сминаются, и слияние с ходящей крепостью происходит, но нет, не тут-то было. Синхронизации не хватает, тильт, флешбеки, расхлябанность, вот это все. Короче говоря, нужен приободряющий удар от камины, мощь, сила, величия, кто мог подумать, все то же самое есть вместе с запасным мехом у противников. Они церемониться не собираются, надо, значит надо, вычисляют в прямом эфире самыми злосчастными методами. Но не надо печалиться, пока еще ничего не да, герой живой, и все потому для того, ради единственного и неповторимого, самого настоящего магматического венозного братского слияния с раскаленными сердцами и прочими лучшими качествами. Ну а после как статистов пробурили, замок захватили, подписку с лайком оформили, можно наконец и откиснуть. Окончательно, бесповоротно. Обидно, досадно. Помянем. Из важного. Один приближенный спирального короля, конечно, повержен, но осталось еще трое, одна из которых вообще была в положительных отношениях с почившим. Потому хочет мстю, да побольше, поскорее, пожалуйста, разрешается. Не благо у горемычного вообще ничего не решается, управление сбоит, контакта нет, синхронизация отрицательная. А нападение это не прекращается, учащается. И вот уже по воле случая он вместе с Росио на жестянке топчет в бой, но увы ах, побед больше все не будет, потому что шиза окончательно взяла верх, что Лаган сам непонятно куда побежал, пропасть упал, теперь лежит, грустит один в печали. Как вдруг, представляете, в тот же овраг кто-то скинул ящик, не поверите, с подходящим Симону боровым замком, а внутри вообще мем, настоящая живая, дышащая, ходячая в одежде, золоте, украшениях, бриллиантах девушка. Назвалась Не, стоит, удивляется происходящему, мол, никогда реальный мир не видела, а людей, похожих на нее, тем более. К несчастью, времени на вопросы и пояснения нет, зверюги опять на подходе, Лаган не работает, ничего не получается, беда, печаль, остается только откиснуть. Но понимаете, нет, нельзя так, нельзя, не годится. Горемычный из-под удара тащит, кричит, мол, бежать нужно, бежать. Благо никуда уже не да, а он товарищи на подходе совсем разберутся. Спасибо, не будет, чильт никуда не делся, несмотря на драматичную смену погоды и окончание дождя. А зато будут вопросы к новой попутчице с тем, кто, откуда и куда. Причем ответы даже будут, а все из-за нарисовавшейся на горизонте гнили, которую не по несчастливой случайности знает и просит прекратить отрицательные действия. Причем не просто просит, а прямо требует именем, представляете, дочери спирального короля. Так что вы думали, это реально сработало, правда не без последствий, король-то оказывается лично выгнал непослушную наследницу, значит произошло непослушание приказу, который требуется исправить, вину загладить, и заодно сброшенный груз можно поделить вместе с остальными. Помощь от Вирала не требуется, на сей раз гниль пойдет тупо в соло. Тем временем ребятки расспрашивают гостя обо всем, чем только могут. Жаль только она не то что ответов, а больше половины банальных житейских понятий не знает и, соответственно, ответить не может. Зато еще как может подбодрить горемычного парой слов о вреде депрессии, отрицательности уныния и необходимости быть самим собой, не равняясь на скисшего товарища. Каким бы он мощным не был и какие бы жизненно важные флешбеки с ним не связывались, на понятие принятия и обработку ответа от Йока минут, к сожалению, не будет. Потому что вот он, тут как тут, дубль 2. Правда, теперь уговоры не помогают, потому
что про изгнание принцессы тварь знает, несмотря на то, что даже сама не о подобном ни слухом, ни духом. И тут уже нужно скорее быстрее, как можно оперативнее спасать горемычную, но мотор-то, понимаете, у Симона по-прежнему не заводится. Придется тупо бежать вперед. Там, благо, уже и товарища пригнали, обогнали, незваного пассажира с корабля прогнали, управление махиной завели, а уже было наступили, раздавили, как вдруг вирал объявился, дубль завершился, остается ждать следующего. И до тех пор лечиться, плакать в подушку за закрытой дверью и слушать одобрительные речи от принцессы, удивленный подобному положительному к ней отношению, но что самое главное, готовности ГГ первым спешить спасать. Спасибо! И снова, раз отосланный неумелая гниль задание провалил, нужно отправить нового черепашьего зверя. Он какой важный, с трубкой, типа умный, все дела. Знает, понимает, что нельзя вот так без внимания оставлять чудную жестянку, способную исполнять слияние с прочими металлами. Только звери знать не знают, что Лаган валяется в мусорке по причине тотальной депрессии пилота, занятого ваянием статуи камины. Впрочем, кому кроме нее не плевать. На горизонте цели куда понятнее и интереснее, целая деревня с дамами, которым безотлагательно срочно необходимо спасение. Что, вы понимаете, была очевидной ловушкой, и все, ребятки теперь в заперти будут ждать наказания. А принцесса, как особый гость, выслушает лекцию об отце, который живет уже 1000 лет и постоянно создает новых наследников, которых выбрасывает за борт, когда те начинают малость осознавать кто, куда и задавать всяческие вопросы по части смысла жизни и прочие дудки. Что до Симона? Молодец, Бурито работает и исполняет прямые обязанности. Больше лучше того, морально излечился, да, настолько, что Лаган сам удаленно активировался и примчался по зову сердца, чтобы правильно спасти горемычную, поделить противников, принести еще одну ту самую легендарную душу, душещипательную, душевную, душераздирающую речь. Причем такое дело, весь этот кринж и ужас видели люди со всего света, всех деревень, потому что черепашья гниль самонадеянно вел трансляцию, рассчитывая на победу. Но он как вышло, сами видите. Из лиричного, трагичного, все прочие коробки с выброшенными старшими сестрами не закопали и отметили каменными стеллами. Помянем. Между тем, центральная вражеская база не за горами, а за морем, что значит правильно, пляжный эпизод, который я с радостью скипнул. Потому что вместе с тем наличие воды означает возвращение гнили на 3-й дубль. И тут уже горемычные ничего противопоставить не могут, корабль топят, ко дну тянут, Гуррен Лагана тоже того, туда же, вглубь. Но понимаете, горемычная верит и знает, что горемычный точно однозначно обязательно что-нибудь придумает и всех спасет. И действительно случилось самое настоящее очередное успешное удачное превозмогание, вместе с ним удобный влагоустойчивый бур, попутное деление, несухопутное всплывание на поверхность. Не благо, вот на том все просто закончиться не могло. Гниль Нию схватила, удерживает, говорит, не отпустит, пока ребята не разделят собственного командира. Благо оно не нужно, в команде же, помните, первоклассный снайпер Найока. А значит, поделись плечо проблем не составит, а остальное дело техники за бурением. Правда, волосы принцессе пришлось укоротить, но это так, издержки. Но что важнее, расслабляться некогда, вон звери опять и снова атакуют, на сей раз с воздуха. К счастью, это тоже не помеха, несмотря на усталость Россио. Ведь подменить его может Йока, а раз Гуррен Лаган в строю, то и очередное деление устроить никакого труда не будет. Ладно, вру, будет, но так, не прям чтоб много. Просто понимаете, опять объявился вирал, снова требует реванш, деления, резни и прочих вот этих вот сомнительных действий. Чел, правда, не знал, что Камина уже давно еще тогда откис, и в прошлый раз победу одержал Симон, а в этот так вообще на управление была бедолага, вообще не специализирующаяся на подобном. Короче говоря, удивление, шок, непонимание, необходимость точного окончательного реванша, чтобы понять, как так чудесным, неясным образом случилось, что люди сильнее зверолюдов. Жаль, нормального спарринга не выйдет, вышел командир корабля. Требует от подчиненного объяснений, срочных делений, никак иначе. Но кому, собственно, не плевать. Остальные-то не в курсе, что там в этом воздухе происходит. То и поделили все без малейшего опасения за чьи-либо жизни. Еще и шарик для полетов залутали. Почетно. Чего, конечно, не скажешь про оплошавшую гниль. Прощения от короля не будет, а оно и не нужно. Вирал наказание принять готов, но просит напоследок разрешить один вопрос, касаемо того, кто прогрессивнее и почему он снова с позором проиграл. Лекция, к сожалению, будет потом, а пока очередная, простите, опять извините, еще раз финале, но 100% точно однозначно окончательная резня. Там и с воздуха атаки, и земли атаки, отовсюду вообще все свистит, пыхает, бахает, пищит, трещит. Но что вы думали, не из-за леса и даже не из-за гор на помощь подоспели соратники? Ну те самые, что смотрели трансляцию и решили помочь. Как они миновали море, не спрашивайте. Главное, что теперь все успешно делится даже без остатков, за исключением разве что вращающегося панциря с торнадо. Но и он в целом не беда, если спокойно, внимательно выслушать ободряющую речь от Нии. Перестать беспокоиться и тупо ждать, пока Симон пробурит небеса и дно противника. Последний, как видите, он уже оформил. А вот с первым, скорее всего, будут трудности. Потому что, представляете, из облаков на землю один за одним стали спускаться какие-то чудные капсулы, домики с окнами, и вместо возвышающегося небоскреба напротив нарисовалась огромная злая рожа. И вот логичным решением было бы отступить, чтобы перегруппироваться и перевести дух, но нет. Не, ведь так хочет увидеться с отцом, поговорить и решить, почему, что и как, а вот все так плохо, нехорошо вышло. Потому ничего не поделаешь, придется лететь, крошить, крушить, косить, попутно получить вражины, и все ради опять не финальной схватки с Виралом. Он, правда, несмотря на 4 лапы, силы не чувствует, проигрывает буквально мгновенно. Одним словом шок, другим словом лекция, та самая долгожданная. Спиральный король-то, оказывается, драл челу бессмертия не ради боя, а чтобы он запечатлял и записал в книжечку достижения правителя в победе над неумелыми человеками. Уж и за что вы думали, тоже та же самая спиральная сила, как и у ГГ, оттого он и зовется спиральным королем. И хуже скажу, идентичным мощным делительным металлоломом обладает. Только, ну, понимаете, у Симона, в отличие
от противника есть вера в себя и вера в тех, кто верит в него. И больше скажу, буровой ключ, которым, как оказалось, можно разом схлопнуть короля. К счастью, под конец будет еще одна душная, но важная телега-ноша, которую на себя взвалил глупый юноша, не выкупающий за всю опасность спирали Луны, которая когда-то рано или поздно сыграет злую шутку с людьми, заселяющими поверхность. Но это все будет позже, а пока можно отметить, что все в добром здравии и цельной живости. Поставив репост, написав лайк и еще полезнее оформив, не поверите, второй анекдот. Однажды некий Геродот спросил Сократа: что ты знаешь? Философ ожидаемо постановил: я знаю лишь то, что ничего не знаю. И тут авиаконструктор сходу, как знал ответ, мгновенно ловко парировал: так если ты ничего не знаешь, то откуда знаешь, что ничего не знаешь? Если это ты тоже не должен знать, если ничего не знаешь, иначе если ты знаешь, что ничего не знаешь, то ты уже знаешь как минимум то, что знаешь, и значит знаешь больше, чем ничего. Философ внимательно выслушал собеседника и предложил безотлагательно посетить Диогена. Мол, он точно знает, как на это ответить. Таймскип. Миновало 7 лет, бедолаги отстроили города, учинили государственные законы, придумали, что самое главное, повзрослели. Жаль только физически, а не умственно. Потому вместо полезных пересчетов населения занимаются непонятно чем, а зря. Ведь где-то, вероятно, не за горами миллион критической массы людей и свершение того самого признаменования спирального короля. Челы только и умеют, что мехами водить, а в политике ничего не смыслят. Зато вон спутник на Луну отправили, Россио рад, типа какое-то достижение, все дела. А на практике реальное достижение — беременность Киюи. Представляете, получение НИИ предложение выйти замуж за Симона. Гремычная, правда, отказалась, потому что метафору не выкупила, но не беда. Подруги все объяснили, глаза открыли, нужно звонить, соглашаться, потому что когда еще выпадет такая возможность? Что до остальных известных шизов, Йоха несколько лет назад куда-то укатила на своем новом модном драндулете, в поисках неизвестно непонятно чего. А Вирал до сих пор не оставляет попытки нападений, делений и прочего, что, конечно, зря. Ребятки зря времени не теряли, модных современных железах разработали, старых считают на раз-два. Но кто бы мог подумать, Шерстяной, оказывается, все это время защищал людей, не желающих вылезать из кротовых нор на поверхность. А виновник Россио. Это он воду мутит, насильно человеков наружу тащит, иначе, говорит, численность населения не пересчитать, точное число не понять, ну и ладно. Куда важнее, роды прошли успешно, вместе с тем счетчик заполнился. У нее рассудок преисполнился, вот это да. Беда, с неба спустился какой-то модный светящийся безликий робот, которого ничего из актуального снаряжения не контрит, а все старое, кроме Гуррен Лагана, понимаете, сломали, чтобы вчерашние математики сегодня сидели в парламенте и не знали, чем что заняться. Благо Симон вот так все оставить не может, на собственную должность ему плевать, ведь куда важнее необходимость ежечасного спасения человечества. Спойлер, Бур, конечно, оказался модным, энергию противника перенаправил, но без последствий, к несчастью, не обошлось. Ну и чтобы понимать, что кто к чему перед всеми беднягами, появилась голограмма горемышной с какими-то микросхемами, микромемами, говорит: все, людей много, космос активирует космический вычислительный план. Вот. Ничего не понятно, вообще не интересно, требуются детальные исследования, расследования и поиск пропавшей принцессы. К счастью, долго бродить, путешествовать не пришлось, вот она сама объявилась. А вместе с тем параллельно Россио запустил суперкомпьютер с головой почившего спирального короля, чтобы отец с дочкой вместе провели лекцию о структуре вселенной и причинно-следственных наследственных связях. Значит, по случайному стечению обстоятельств НИИ с рождения владеет геном антиспирали, который как раз пробудился из-за начала конца. В свою очередь, человеки, Кероль и ГГ и остальные, наоборот, владельцы спиральной наследственности, отчего, согласно законам вселенной, развивается с недюжинной скоростью, захватывая все большее пространство и разрастаясь до небывалых масштабов в считанные годы. В противовес такой мощной разрушительной силе появились антиспиральщики, в свое время победившие человека. В то бедолагам им пришлось отправиться на землю, и чтобы вид в принципе выжил, бывший участник спиральных вояк, нынешний король, загнал братьев под землю и держал в страхе, лишь бы не вызвать всплеск роста популяции и последующее, ну, понимаете. Но теперь все, через 3 недели Луна сойдет с орбит, столкнется с планетой и решит вопрос быстро, четко и единоразово. Все в шоке, жители в шоке, вся история опять шла в прямом эфире, и тут уже опять напасть, беда, трагедия, нападают не контрящиеся простыми ружьями, а консервы, толпа бунтует, кричит, камнями кидает, нужно, так сказать, население успокоить, виновного найти, благо под боком есть вчерашний главнокомандующий, сегодняшний козел отпущения. Из важного. Всякая важная информация по крутящему моменту, каких-то подземных убежищах, найденных по базе данных спирального короля, но о них позже. А пока клоунский суд с приговором к удалению Симона, внезапное появление НИИ, чудное пророчество на обреченные страдания следующие 2 недели и очередной объявившийся на горизонте мощнейший противник. В качестве исключения горемычному даже вернут Гуррен Лаган, но перед тем все подвинтят, установят детонаторы и прочие гнилые устройства, чтобы точно никто никуда не сбежал. Жителям же объявили о завершении процесса, отсутствии поводов для паники и уже подготовленных сберегательных катакомбах и чудо-корабле, вмещающем всю столицу для отправки в космос. Что до ГГ, буры сработали, вражеские железки отработали, подмога прилетела. На остаточное деление с инновационными технологиями успела, и на том все, финита ля комедия, скипнутый семейный непонятный невнятный кринж с правыми и виноватыми, заключение по стражу, представляете, судьбоносная встреча с Виралом. А затем еще небольшая обстоятельная потасовка, но это так, мелочи. А что реально имеет значение, так это математика и смоделированные расчеты последствий столкновения Луны с Землей. Чтобы вы знали, ничего положительного не ожидается, все будет гореть, пыхтеть и станет непригодным для жизнедеятельности. Потому нужно как можно быстрее собирать манатки, зверей, людей, которых может вместить корабль, и поскорее улетать. К счастью, Китана подобный гнилой расклад действий со стороны Россио злит, разочаровывает и вообще
не внушает надежд. За то, что точно, да, так это удачно, успешно объявившиеся старые консервы, которые повезло после списания на металлом не разобрали, а наоборот отремонтировали и привели в состояние боеготовности. За шанс на спасение спасибо! Пожалуйста, ключ-бур следует вернуть. Здесь дороги пути расходятся, одни улетают, другие остаются на повторные попытки противостоять мощнейшему врагу. Проще говоря, каждый должен заниматься своим делом, и еще здесь могла быть еще одна пояснительная лекция от Нии про столкновение с Луной и ненастье напасть ожидающей людей в космосе, но так удачно, успешно, вовремя в сюжет вернулась Йока. А вместе с ней флешбэк о том, как она подрабатывала на острове учительницы, которая благополучно скипнул. Все, что вам нужно знать, как только о напасти стало известно и всякие сообщения о необходимости спасения поступили, труженица тут же отправилась туда-обратно, в цивилизацию. И вот уже Симон спасен, новый старый товарищ навирали, в ряды друзей приобретен, все ракеты, кометы и прочие механизмы заведены, запущены, летят прямо в космос. На фатальное уже точное окончательное финальное вычисление. А там, что вы думали, ребята уже встречаясь с нераспростертыми объятиями и грустными рожами, чуть было не откиснувшие пассажиры спирального корабля. Значит, правильно, настало время того самого легендарного судьбоносного слияния. Ну и что уж там говорить, резня! А еще по всем фронтам, полям, пространственным направлениям и чему угодно, что только можно себе представить. Там вообще, представляете, сначала случилось слияние с кораблем, а потом оказалось, что Луна это тоже изобретение спирального короля, его там тоже имеется место под ключ, и там уже ждет не я. Какие-то сказки выдумывают, но так нельзя, так не пойдет, и вообще у нее вон кольцо до сих пор на руке, а значит все фикция и выдуман антиспиральщиками план. На самом-то деле не работает, а Горемычная все это время пыталась просить о помощи, вот уже помощь близится, Луна трансформируется, уже готов еще один новый титанический громадный корабль. А вообще, все в шоке. Но как будто бы так и надо, все прошло удачно, как обычно, поздравлять не будем, рано, еще нужно принцессу спасти. И пока все в раздумьях, как это сделать и где найти межпространственный разрыв, в котором прячутся вражины, Росио, видите ли, в себе разочаровался, паник, депрессует, аж в родные края вернулся. Вспомнить, как в его деревне людей было дело, выгоняли при переполнении численности, и он выходит, повторял ту же ошибку и недостоин, поэтому больше существовать. Но, к несчастью, по зову сердца Пятиглазый на поиски Шиза отправился Горемычный, а там, что важнее, благодаря эмоциям и силе духа случился тот самый, так всем нужный, необходимый телепортационный переход. Итого, Росио отправился и справился, будет жить и работать на благо планеты, в то время как остальные отправятся на деление межвселенной, находящейся где-то посреди подаренного Симону обручального кольца. Ну и все, настоящую Луну достали, попрощались в новые костюмы, нарядились, приготовились, собрались, наличие всех членов экипажа сверили, пора в путь. Только вот антиспиральщики заманили бедолаг в очередную, простите, ловушку. И все бы ничего, нужно только активировать гуманоидную форму главного корабля, но на это тоже требуется время. А там у жертвы статисты с собой жертву, и патроны в кои-то веки у кого-то кончаются, и совсем беда, посреди космоса, откуда ни возьмись, появляется, верьте, не верите, а так и есть, океан. Ладно, вру, никакая вокруг не вода, а просто концентрированная плотная среда, возникающая из-за модной силы, переводящая всю спиральную энергию в массу, все ясно? Явно, Симон так и понял, нужно всего-то выдать энергию бесконечно много больше, чем вычитается. Это, кто мог подумать, даже работает. Только все равно центральная проблема где-то в ядре, где скоплены антиспиральные мощи, погубившие ранее несколько десятков таких же Горемычных. Но это, понимаете, другие наши герои, а он какие? Готовы на совершение вычисления отправления ракет, носителей, спасителей на круто-свинье. Откуда-то тоже обладающий спиральной мощью. А там, если этого не хватит, можно очередной прощальный поцелуй от Китана оформить, Йока расстроить, а самому пожертвовать собой прямо как когда-то это сделал Камина. Чтобы всех спасти, и нет, к сожалению, это еще не все. Потому что помимо ядра остались остальные вражины, и, конечно, уже не помню, который раз точно однозначно 1000% финальная трансформация в мега-космического Гуррен Лагана. Правда, и у антиспиральщиков есть еще не последний козырь, связанный с каким-то пространственным вероятностно-временным искажением, параллельными ветками развития вселенных, созданных в разумах головах самих людей, причем я бы, может, даже рассказал вам про весь этот кринж, но куда важнее перевоплощение в фурию того самого крота со спиральной силой. Да, вот это, понимаю, сюжет. А если серьезно, всех в итоге спас, вытащил из мыслительного небытия Камина, точнее воспоминания о нем и стремление к стремительной резне. Проще говоря, принцессу кто-то должен спасти, поэтому вот он, Симон, собственной персоной с модным доспехом, буром и готовностью пронзить эти самые... Так там... небеса. А значит, будет теперь уже прямо окончательно точно однозначно финальная форма Гуррен Лагана с товарищами головами бурыми, даже спиральным королем. Не, ну а что вы хотели? Супер мета-вселенная, в конце концов. Закона физики нет и не было, зато будет главный гнилой антиспиральщик в своей фатальной форме. Но ну и правда, я правильно что был, теперь же нет и не будет. А все благодаря силе духа, лучам добра и поддержке и позитива земли и прочему кринжу, который благополучно скипнул. Единственные две вещи, которые вам нужно знать из сюжетных составляющих: антиспиральщики тоже были когда-то спиральными челами, но отринули собственную сущность, узнав, что финал развития приведет к гибели вселенной. И второе, Нию спасли, даже свадебку сыграли, только на том ее пребывание и существование завершилось. Сами понимаете, Горемычная стала частью антиспирали, которую нужно было окончательно искоренить. Ну и Симон об этом знал, понимал, ничуть не расстраивается и собирается только идти вперед, но уже ни в коем случае не на посту лидера государства. Да. Тем временем пришли товарищи к бочке. Сократ Геродота вперед толкает, говорит: и теперь скажи ему наш диалог. Ну, авиаконструктор подошел, хотел было сначала поздороваться, только рот открывал, как Диоген мгновенно ловко парировал. Ты завали, и ощадить на...
Я вас не звал. А что до всего прочего, мной нечастно скипнутого, так вы должны понимать, кто автор произведения, на что оно похоже, какие внезапные поворотные ходы, входы, выходы используются. Сюжет одним словом кринж, все остальное фан-сервис целиком и полностью. Так что, если вам подобные мемы и схемы нравятся, переходите на Рутуб, смотрите, проверяйте. Я там рассказал про короткометражки по вселенной Гуррен Лагана. И еще много всего полезного, интересного, познавательного. И самое главное, бесплатно. Хотя платить тоже можно, ссылка в описании, лайки на кнопке, анекдот в комментариях, остальное тоже найдете. Пока.